Глава 136. Наращивание сил. Чутянь начал совершенствовать таблетки. Основным ингредиентом таблеток был духовный нефритовый шелкопряд. Юнь-Я нашла для него все вспомогательные материалы, и все они были травами или эликсирами второго уровня. Хотя они были не такими уж редкими, их было довольно много, а материалы второго уровня не могли сравниться с материалами первого уровня. Хорошо, что семья Юнь обладала богатыми запасами и могла их выдать, иначе Чутянь не смог бы собрать нужное количество за 1-2 дня. Примерно через полчаса была готова таблетка нефритового шелкопряда. Эти таблетки низкого класса подходили для культиватора первого уровня пробужденной души. Они могли быстро увеличить его силу, и сейчас Чутянь нуждался именно в этом. Начнем. Он принял таблетку и сел, скрестив ноги. По телу потекла мягкая и чистая энергия таблетки нефритового шелкопряда. Качество этого нефритового шелкопряда было неплохим, ему было несколько сотен лет. Будучи обычным шелкопрядом, он поглотил много земных и небесных сокровищ, а после смерти превратился в высококачественный лечебный нефрит. Другие материалы, использованные при создании таблетки, делали поглощение энергии более эффективными. Чутянь легко справился с культивацией. После того, как он обработал лечебную энергию таблетки, его духовная сила стала немного выше. Вдруг Чутянь открыл глаза. Его глаза горели, словно факелы, а изо рта он выдохнул белый туман, который ветром унесло в окно. Отлично. Эффект таблетки превзошел ожидания Чутяня. Это позволило Чутянь достичь пика первого уровня пробужденной души, сила Чутяня выросла как минимум на 40%. Теперь он мог сражаться с такими экспертами, как Чу Тун Вэнь и Чу Батянь, не говоря уж о простых культиваторах третьего уровня пробужденной души. Сила Чутяня была гораздо выше, духовная энергия была основой культивации человека. Чем больше у человека было энергии, тем сильнее он был. Чутянь впервые стал сильнее с тех пор, как достиг уровня пробужденной души ровесники Чутяня, обладающие такой же силой, редко встречались в центральном городе. Но Чутянь знал, как сильно от него отличается молодой мастер небесного меча Чу Синхэ. Даже если бы они были на одном уровне, ему было бы трудно сражаться с Чу Синхэ, не говоря уже о том, что среди 4 молодых мастеров Чу Синхэ был лидером. Самой слабой была молодой мастер фиолетовой молнии Юнь-Я, которая тоже была на 4-м уровне пробужденной души. Было ясно, насколько силен Чу Синхэ, он не был тем, с кем Чутянь мог сразиться прямо сейчас. Пока ему не доставало мощи. Этого было недостаточно. Я должен стараться, чтобы стать еще сильнее. Юнь-Я подошла и сообщила: «К тебе прибыл молодой мастер семьи Цзин, Цзин Хао». Чутянь спросил немного удивленным тоном: «Он один?» Юнь-Я помотала головой. Он привел с собой девушку. Тогда хорошо. У Чутяня загорелись глаза. «Иди, приведи их». Что за манеры у этого парня? Он действительно относится ко мне, как к прислуге, насколько гордой и упрямой была Юнь-Я. Если бы кто-то другой вел себя с ней так, он был бы убит одним ударом ладони, но против этого она пойти не могла. Она могла лишь выйти из дворика. Он сказал, что вы можете зайти. Да, Цзин Хао и Тун Сяюй дрожали, как телята. Разве они не знали, кто она такая? Она была молодым мастером фиолетовой молнии, Юнь-Я, одной из 4 молодых мастеров, одной из самых ослепительных талантов центрального государства. Она была жемчужиной центрального государства, обладавшей несравненной грацией и талантом, непревзойденной красотой. Перед Юнь-Я они не смели даже дышать. Тун Сяюй не могла понять, что за странные методы применил юноша, чтобы подчинить ловеласа Цзин Хао, чтобы даже подавить гнев гордой Юнь-Я. Сильнее всех, конечно же, был потрясен Цзин Хао, как Чутянь оказался у семьи Юнь. Причина была ясна: Чутянь помог секте Юнь, и по городу не разошлись известия о бедах, которые он вызвал, когда избил Цзян Ци и потащил его в штаб-квартиру секты Юнь, чтобы требовать объяснений. Чутянь был единственным человеком в этом мире, который мог совершить такой безумный поступок. Цзин Хао не ожидал, что с Чутянем ничего не произойдет после всего этого. Произошло совсем другое. Секта Юнь выгнала Га Хаожаня, Летая и Цзян Ци одновременно. Все они были учениками великого ученого Гу Цин Цу. Даже если бы они допустили ошибку, секта Юнь должна была пойти на уступки Гу Цин Цу. Решение секты Юнь вызвало большой переполох. То, что сделал Юнь Тяньхэ, было неожиданным. Хотя Цзин Хао не знал мотивов секты Юнь, он ясно понимал одно. Причиной всему был этот чудовищный юноша, самый настоящий дьявол. Даже такой человек, как Юнь Тяньхэ, уважал Чутяня. Теперь, лично прибыв в секту Юнь, он увидел, как Чутянь руководит самым важным потомком секты Юнь и Юнь-Я, словно своей подчиненной. Он был таким пугающим, понять его никто не мог, он был совершенно непредсказуем. Возможно, подчиняться Чутяню было не так уж и плохо. Двое осторожно вошли в дворик. Ах. Странный человек в шортах стоял в центре энергетического массива.
Его тело было покрыто талисманами, он дико размахивал своей длинной саблей. Он яростно практиковал. Неужели это Юнь Ся, Цзин Хао, считался одним из лидеров центрального государства? Но даже он стоял в иерархии ниже Юнь Ся. Что с ним произошло? Это слишком пугало, это была жестокая пытка. Черт возьми. Я не останавливаюсь уже 2 дня. Помогите мне. Кто может помочь мне? Лу Жень, старший Лу, босс Лу. Я могу назвать тебя даже дедушкой. Пожалуйста, позволь мне уйти. Я действительно больше не могу терпеть. Юнь Ся продолжал размахивать саблей, а глаза его были полны слез. Каждый раз, когда он затихал хотя бы на миг, талисманы, прикрепленные к его телу, немедленно освобождали энергию. Энергетический массив подавлял его, заставляя чувствовать себя в 10 раз тяжелее. Было сложно даже размахивать саблей. Целых 2 дня даже люди с железной волей боялись бы так практиковать, это было слишком жестоко. Это было воистину бесчеловечно. Ты достаточно увидел. Юнь Я была немного недовольна. Если тебе нравится, то я расскажу Лу Женю, и ты тоже можешь попробовать. Нет, нет, нет. Цзин Хао утер по лба. Мы здесь, чтобы увидеть Чу, нет. Лу Женя и поговорить о некоторых важных вещах. Лицо Тун Ся Юй было совершенно белым. Лучший ловелас центрального государства подвергся пыткам этого старшего. Юнь Я была сестрой Юнь Ся, но она не только не останавливала это, но и даже закрывала на это глаза. Она понятия не имела, как ему удалось этого добиться. Чу Тянь сидел в доме, а на коленях у него дремал лисенок. Несмотря на посредственный внешний вид, он оказывал на окружающих сильное давление. Цзин Хао даже не осмелился взглянуть на него. Сложив ладони, он вышел вперед и церемонно поклонился. «Я здесь, чтобы сообщить вам о работе». Материалы готовы, а фабрики построены по плану. Кивнув, Чу Тянь спросил: «А что насчет других проектов?» Тун Ся Юй быстро передала 2 чертежа. Я выполнила чертежи, которые вы дали мне, старший. Пожалуйста, посмотрите. Неплохо, неплохо. Ся Юй, у тебя действительно талант к механике. Рядом со мной не хватает такого человека, как ты. Если с этого момента ты будешь работать на моей стороне, тебя ждут большие перспективы. Внимательно несколько раз осмотрев чертежи, Чу Тянь передал их Цзин Хао. Иди и сделай то, что здесь изображено. Я хочу видеть готовый продукт через 2 дня, ясно? Как Цзин Хао мог отказаться? Затем Чу Тянь сказал: вы несете ответственность за производство и дизайн, поэтому получите совсем немного. После того, как мы получим за это деньги, вы оба получите 10%. Цзин Хао льстиво произнес: деньги не имеют значения. Быть способным помочь молодому мастеру — уже честь для меня. Вероятно, этот парень не понимал, сколько будет составлять 10%. А ты умеешь говорить. Но я не обижу тех, кто на моей стороне. Если вы продолжите верно помогать мне, все разбогатеют вместе. Сказав это, Чу Тянь сделал паузу. Затем он подчеркнул: ты должен обратить внимание на магнитные звуковые вышки. Есть. Сначала ты должен вернуться обратно. Рано или поздно о моем статусе узнают. Было бы лучше, если бы вы сократили контакт со мной, чтобы раньше времени не привлечь чужого внимания. Двое покинули небольшой дворик секты Юнь. Солнце в это время лишь готовилось вставать. Наконец Чу Тянь проявил немного милости и ослабил массив, позволив Юнь Ся отдохнуть. Затем он достал из складок одежды бутылку и отдал ее Юнь Я. Нанеси это лекарство на тело Юнь Ся, оно устранит побочные эффекты жестокой культивации, которую он только что пережил. Затем дай ему 2 часа на отдых. Метод обучения Чу Тяня был очень серьезным. Хотя эффекты были хорошими, побочных эффектов было слишком много. Если не вылечить их, то они вызовут множество застарелых травм, которые в будущем смогут повлиять на культивацию. Босс, я больше не могу культивировать. Я тело не чувствую. Если я продолжу так тренироваться и дальше, то вероятность того, что я стану калекой, достигнет 80%. А даже если не стану калекой, то не смогу больше двигаться. Юнь Ся лежал на носилках, его мышцы постоянно дергались, а Юнь Я смазывала его лекарством. Это было странно, но мышцы, затронутые лекарством Чу Тяня, прекращали дергаться. Не нужно волноваться, ты овладел саблей в значительной степени. Просто интенсивно изучишь другие аспекты и сможешь пойти. Юнь Ся хотелось плакать, но слез уже не было. Эти 2 дня были самым мрачным периодом его жизни, из 13-граммовых лезвий сделали 3-граммовых лезвия. У Юнь Ся уже был опыт 13-граммовых лезвий, и теперь, когда он целых 2 дня без устали тренировался, он довольно прилично владел 3-граммовыми лезвиями.
Чутянь с презрением сказал: «Как ты будешь делать великие дела, если не можешь вынести немного страданий? Позволь спросить, какой у тебя статус в Центральной Академии? Об этом не нужно упоминать. Я, Юнься, часть ветви Алой Птицы, я один из 13 лучших. И тебе не стыдно это говорить? Знаешь ли ты, сколько ресурсов в тебя вложила семья?» Юнья толкнула его на землю. «Когда я была в Центральной Академии, я всегда была первой в своей ветви. Другие лидерские места занимали Чу Синхэ, Ло Сянлун и Е Тяньлан. Ключевые ученики семьи Юнь всегда были в первой десятке. Ты единственный. Дедушка — один из деканов, и это портит его репутацию. Ау. Сестра. Будь мягче, как я могу сравниться с тобой? Не стоит недооценивать спецподготовку последних 2 дней. Рассмеялся Чутянь. Обещаю, что теперь ты сможешь пробиться в 5 лучших. Юнься был шокирован. Ты серьезно? Это невозможно. Со мной все возможно, презрительно произнес Чутянь. Если после этих 2 дней ты не сможешь попасть хотя бы в 5 лучших, тебе придется намылить шею. Но борьба ради 5 лучших не так интереса. Я научу тебя и другим вещам. Тебе нравится хвастаться. Если на этот раз ты поможешь мне, то станешь причиной волнений Центральной государственной академии. Как насчет того, чтобы вызвать гигантскую волну? Волну волнений в Центральной государственной академии? Это мне нравится, у Юнься засветились глаза. Он был полностью согласен, последние несколько дней он много страдал. Теперь он, наконец, сможет получить некоторое поощрение. На самом деле Юнься даже не понимал, что за эти 2 дьявольских дня его силы немного возросли. Конечно, он не понимал, как важна практика этих 2 дней. Он не знал почему, но когда этот загадочный юноша сказал, что он сможет это сделать, то он в это поверил. Хорошо, раз так, то он выдержит еще 1 день. Юнься отдал бы Чутяню жизнь, лишь бы привлечь внимание бесчисленных младших сестер. Глава 137. Шторм, поднявшийся в Академии. Цель каждого человека в центральном государстве, от горожан до жителей небольших деревень, состояла в том, чтобы попасть в Центральную государственную академию. В центральном государстве проживало около 70 миллионов человек, а в академию можно было принять только 30 тысяч человек. В Центральную государственную академию могли попасть или те, у кого были деньги, или те, у кого был потенциал, или счастливые обладатели того и другого. В общем, это была самая большая академия центрального государства, пользующаяся своим положением и влиянием. 30 тысяч учеников были разделены на 4 разных двора: двор Лазурного дракона, двор Белого тигра, двор Багровой птицы и двор Черной черепахи. Это должно было лучше распределить ресурсы и поощрять внутреннюю конкуренцию. У каждого двора был собственный рейтинг. И в каждом дворе была своя иерархия. Чем выше был ранг человека, тем больше ресурсов он получал. Эта многоуровневая система соответствовала интересам студентам и способствовала подъему внутренней конкуренции и командного духа. Это всегда дарило Центральной государственной академии сильное конкурентное преимущество. Даже 4 молодых мастеров центрального государства приехали из Центральной государственной академии. Чу Синхэ, Ло Сянлун, Е Тяньлан и Юнья занимали соответствующие дворы. Они обладали бесконечным потенциалом и выгодно подчеркивали друг друга. Они были студентами, которые год за годом в соревнованиях руководили своими дворами. Они действительно заслуживали знания талантов. Прямо сейчас на последнем месте находился двор Багровой птицы. Из года в год он ослабевал, его территория постоянно уменьшалась. Сейчас он занимал лишь 3000 метров и 16 учебных полей. У них было 500 учеников внутреннего двора и около 5-6 тысяч учеников внешнего двора. С тех пор, как у двора Багровой птицы был жестокий лидер, прошло немало времени, и теперь двор был не таким энергичным. Ранним утром во дворе Багровой птицы поднялся огромный переполох. «Быстрее идите! Юнься хочет бросить вызов 36 классам». Юнься был одет в роскошный золотой халат. В левой руке он держал саблю, в правой — белый нефритовый веер, а за ним стояли 5 лакеев. Один вел большую собаку, другой нес птичьи клетки, а другой нес воду. Рядом с ними во двор пробирались несколько прекрасных горничных. Это было очень безвкусное шествие, на его лице словно было написано «Я герой-любовник». Чутянь смешался с толпой. У него был обычный внешний вид и обычная одежда, так что он не привлекал пристального внимания. Юнься зазвонил в большой медный колокол. Каждому было ясно, что означал этот медный колокол. Если звонил медный колокол, это означало, что есть некто, желающий бросить вызов 36 звездам Багровой птицы. Кто был 36 звездами Багровой птицы?
Это были 36 учеников двора Багровой птицы. Им разрешали жить в особенном жилом помещении и получать от Центральной государственной академии много ресурсов. Эти 36 студентов были высшими талантами Центральной государственной академии. Хочешь подняться? Это очень просто. Борись изо всех сил. Если сможешь победить одного из них, то займешь его место. Юнь-Ся громко бил в колокол и кричал, выкатив грудь. Все. Все. Сегодня очень благоприятный день. Тот самый день, когда я, молодой мастер Юнь-Ся, займу первое место во дворе Багровой птицы. Что бы ни случилось, каждый должен прийти и посмотреть на это. Юнь-Ся был слишком высокомерным. Сейчас он занимал всего лишь 26-е место, прежде он занимал высшую позицию, но недавно ему бросили вызов и избили так сильно, что он сбежал, словно трусливая крыса с корабля. Прошло всего несколько дней, а он уже хочет бросить вызов. Неужели это не шутка? Юнь-Ся увидел толпу, и его сердце наполнилось волнением. Черт возьми, 3 дня он страдал, но теперь он получит награду. Юнь-Ся отдал нефритовый веер лакею, что стоял сбоку, и отряхнул золотистый халат. За ним следовали бесчисленное количество человек, а шел он к 36 ученикам. Лакей вышел вперед и громко крикнул. Молодой мастер Юнь-Ся, занимающий 26-е место, пришел, чтобы бросить вызов. Жао Кунь, занимающий 25-е место, ты согласен? Юнь-Ся расплылся в фальшивой улыбке. Давайте расправимся с гарниром, потому что время пиршества еще не пришло. Все молчали. Разве в центральном государстве был человек, не знающий репутации Юнь-Ся? В 25-м доме, одном из ряда безмолвных зданий, скрестив ноги, сидел юноша. Он был не очень высоким и не очень мускулистым, на самом деле он был совсем худым, но его окружала дикая зловещая аура. На его лице было несколько свежих и старых шрамов. Он явно был любителем сражений. Претендент на его место, этот парень был лишь идиотом, накачанным эликсирами семьи Юнь. Проводя дни в пьяных кутежах и праздном безделье, он прослыл известнейшим любовником центрального государства. Единственная причина, по которой этот идиот сохранил 26-е место, заключалась лишь в том, что репутация его семьи была слишком могущественной. Никто не желал обижать семью Юнь, поэтому никто не смел бросать ему вызов. Когда Джао Кунь сразился с ним, он избил его всего за 10 ударов. Неужели в прошлый раз он не пострадал? Он хочет снова опозориться. Отлично. Центральная государственная академия поощряла конкуренцию. Раз в месяц у студентов внутреннего двора была возможность сразиться, и они могли биться до полного поражения. Тот, кому бросают вызов, не мог его отвергнуть, иначе мог потерять позицию. Сжав длинный меч, Джао Кунь выпрыгнул из окна, словно леопард. В его глазах сверкали молнии. Посмотрев на Юнь-Ся, он сказал: «Я Джао Кунь, занимающий 25-е место. Я принимаю твой вызов». Джао Кунь был культиватором из бедной семьи. Его отец был кузнецом, а мать — портнихой. Он родился в небольшом городке возле центрального государства. С большой неохотой семья пожертвовала всем, чтобы отправить его учиться, и Джао Кунь трудился с редкостным упорством. В 11 лет, покинув родной городок, он сдал вступительный экзамен Центральной государственной академии и стал учеником внешнего двора. Каждый год он получал стипендию, и это помогало ему оплачивать обучение. Благодаря 7 годам непрерывного труда Джао Кунь достиг на многих крупных соревнованиях отличных результатов. Продолжая рисковать жизнью, он участвовал в миссиях, захватывая зверей и бандитов, и за его плечами было немало заслуг. За все это время несколько удачных случаев увеличили его силу аж в несколько раз. Пройдя, наконец, тернистый путь, он вошел во внутренний двор и достиг нынешнего уровня. В возрасте 19 лет Джао Кунь достиг первого уровня пробужденной души. Это была легендарная и вдохновляющая личность. Обычно первые 30 учеников двора Багровой птицы происходили из многодетных семей, и бедняки были здесь редкостью, так что такие, как Джао Кунь, лишь пробуждали гордость. Юнь-Ся, когда Джао Кунь смотрел на этого парня в золотистых одеждах, его взгляд наполнялся презрением. Возможно, это была зависть. Джао Кунь ненавидел этого богача, который родился с серебряной ложкой во рту. Хотя Джао Кунь готовился к прорыву, он знал, что победить Юнь-Ся, который набрал силу благодаря эликсирам, будет нелегко. «Брат Джао, преподай ему урок. Пусть этот сопляк усвоит, насколько ты силен». В толпе раздавались бесчисленные голоса. Джао Кунь был человеком низкого происхождения, а среди толпы было немало учеников из знатных семей. Он наслаждался этим и упивался удовлетворением. Поддержка и честь — это все, ради чего я сражался. Я более подготовлен, чтобы наслаждаться этим, нежели эта золотая молодежь. Взгляд Джао Куня был полон презрения, он хладнокровно хмыкнул. «Молодой мастер Юнь, ты мне не ровня, поэтому не трать мое время, пожалуйста. Ты должен знать, что у Академии свои правила.
Я не проявлю милосердия, я даже не посмотрю на твой статус. Рассмеявшись, Юнь Ся вдруг взмахнул саблей. Я возродился и сегодня позволю тебе увидеть мою силу. Если сможешь блокировать 3 моих атаки, то сегодня я проиграю. Избить Джао Куня за 3 удара — это самая настоящая издевка. Тогда давай посмотрим, насколько ты продвинулся. Джао Кунь прекрасно знал, что Юнь Ся практиковал 13 граммовых лезвий. Каждый последующий удар был сильнее предыдущего. Если бы речь шла о 7 ударах, то Джао Кунь столкнулся бы с некоторой сложностью. У него был лишь один выход — скорость. Чем быстрее закончится сражение, тем меньше времени у него будет на то, чтобы увеличивать силу удара. Джао Кунь активировал свое лучшее искусство меча — меч ветра. Это искусство меча было одним из лучших боевых искусств Центральной государственной академии, и Джао Кунь заплатил за него большую цену. Пока он достиг немногого. Обе фигуры начали молниеносно перемещаться. Ха! Посмотри на меня. Юнь Ся сделал 2 шага вперед, и вдруг его сабля испустила дикую ауру. Она ринулась к врагу, словно упряжка из 10 тысяч лошадей. Что? Джао Кунь ощутил внушительное давление. Удар, на изучение которого ушли миллионы попыток, напоминал удар высшего эксперта. Этого было достаточно, чтобы сдержать врага. Невозможно. Неужели этот ловелас за такое короткое время так изучил свой навык владения саблей? Джао Кунь не успел это обдумать, он лишь пытался изо всех сил отбить эту атаку. Лезвия столкнулись, молнией сверкнуло нестерпимое сияние, которое ударило Джао Куня. Прогремел ужасный взрыв, от которого в земле образовалась небольшая воронка. Джао Кунь жалобно закричал. Он отлетел в сторону, как бумажный лист. Джао Кунь рухнул на землю, молния полностью парализовала его тело, не позволяя даже встать. Его волосы встали дыбом, лицо и руки покрылись ожогами, молния чуть не превратила его в уголек. «Как ты можешь быть таким сильным?» На лице Джао Куня показалось неверие, это было невозможно. Как я мог проиграть этому отбросу, что произошло с этим идиотом? Как он стал таким сильным, Юнь Ся отряхнул золотистый халат от пыли и ликующе заплясал, продолжая сжимать саблю. Затем непринужденно спрятал ее в ножны. Мне действительно жаль, я случайно применил слишком много сил, этот ублюдок вел себя, словно свинья, желающая съесть тигра. Это сабельное искусство нужно было практиковать не один раз, такого результата нельзя было добиться за один день, лицо Джао Куня побагровело. Снизу вверх он смотрел на ловеласа, который на виду у всех победил его всего одним ударом. Это было слишком позорно, Чутянь, наблюдающий со стороны, дважды кашлянул. Юнь Ся быстро перестал изображать холодность и подошел к Джао Куню. «Брат Джао, твой меч ветра сейчас в царстве малого успеха, но ты слишком сильно сосредоточился на скорости. Это неправильно». Джао Кунь хмыкнул. «Хорошо, я проиграл. Но перестань сбивать меня с толку. 25-е место принадлежит тебе, но рано или поздно я верну его». Юнь Ся покачал головой. Суть меча ветра — не скорость, а гибкость. Он не оставляет следов, словно ветер, что не позволяет отследить его и быстро отбить все атаки. Брат Джао, меч ветра слишком сосредоточился на скорости, и поэтому ему недостает гибкости. Разве это не то же самое, что ставить телегу перед лошадью? Ты, хоть Джао Кунь и не верил, ему пришлось признать, что в словах Юнь Ся есть смысл. Он никогда бы не подумал, что Юнь Ся будет так разбираться в боевых искусствах. «Брат Джао, предлагаю тебе узнать еще несколько базовых техник меча». Сказав это, Юнь Ся сделал паузу и продолжил. «Я уже знаком с мечом ветра, поэтому придумал некоторые улучшения, которых не хватает. Сейчас я помогу тебе изменить эту технику. Надеюсь, это тебе пригодится». Юнь Ся начал рассказывать про искусство меча. Джао Кунь был поражен. Юнь Ся оказался совершенно новым человеком. Он так прямолинейно указывал на недостатки. Невероятно всего было то, что он действительно хотел изменить искусство меча. Меч ветра была известной техникой центрального государства, и ее не могли изменить даже эксперты. Что мог сделать посредственный отпрыск? Но прислушавшись к словам Юнь Ся, он с удивлением обнаружил, что это не ложь. Джао Кунь не мог не восхититься, и это чувство затронуло даже зрителей. Культивируя, Джао Кунь сталкивался со множеством проблем. После этого объяснения он понял многое, словно ему открыли глаза и ввели в новый мир. Молодой мастер Юнь. Я покоряюсь. Джао Кунь опустился на колени. Во взглядах зрителей показался испуг. Что такое разум? Что такое осведомленность? Что такое техника эксперта? Юнь Ся ощутил, как расширилась каждая пора его кожи, словно солнечный свет пробился сквозь облака, которые сдерживали его целый век. Солнечный свет пал на его тело, и он кое-что ощутил. Счастье. Когда он поднял лицо к небу, в его глазах показались слезы. Он достиг успеха. Босс не обманул его,
Он не напрасно страдал во время этих дьявольских тренировок. Чжао Кунь быстро наклонился вперед и сжал кулак. «Молодой мастер Юнь, у вас поистине глубокие познания. Я, Чжао Кунь, искренне в этом убежден. Прощу прощения за неразумность. С сегодняшнего дня я вернусь в свою комнату удовлетворения». Это действительно принесло удовлетворение. Юнь Ся так разволновался, что едва сдерживал громкий крик. Кто знает, сколько людей обратят на него внимание, сколько членов семьи Юнь будут поражены, когда эта новость распространится. Как будет счастлив его дедушка, когда узнает об этом. Глава 138. Неудержимый демон, бросающий вызов. Статус старшего внука семьи Юнь был высоким и почетным, ему всегда хватало чужих похвал. Но как это чувство мог испытывать настолько свободный и непокорный человек, как Чжао Кунь, который даже признал свое поражение, неважно, насколько подлым был Юнь Ся. У него все же было чувство собственного достоинства, человек, который считался самым неуемным любовником центрального государства, на которого всегда смотрели свысока, о котором часто говорили в семье Юнь. Это было не очень хорошо. Сегодня он восстал из неудач и ощутил гордость. Волнение Юнь Ся было невозможно описать. В этот миг Чжао Куня переполняло уважение к Юнь Ся, и на лице каждого было написано благоговение, что поднимало Юнь Ся в облака. Он был тем еще хвостуном, и эта реакция бодрила его даже лучше хождения по борделям. Юнь Ся не понял ничего из того, что сообщил Чжао Куню, он лишь запомнил то, чему его научил Чутянь. «Ха! Прекрасно, что ты рядом». Чутянь действительно не мог справиться с этим идиотом, который совершенно забылся от такого незначительного счастья. Он был как грязь, прилипшая к стене. Юнь Ся испугался Чутяня. Как он посмел его ослушаться, быстро собравшись, Юнь Ся напустил на себя вид эксперта. Он кивнул Чжао Куню, но не вошел в дом. Он направился к следующему дворику. Стоящий близ него лакей громко закричал: «Юнь Ся, багровая птица 25 класса, здесь, чтобы бросить вызов». Он просит ученика 24 класса выйти и сразиться. Что? Он хочет сразиться еще раз. Толпа была ошеломлена. Юнь Ся продолжит сражаться. В обычной ситуации ученик следил за своими силами и бросал вызов лишь тогда, когда становился достаточно сильным. С другой стороны, их боевую мощь постоянно уменьшали возникающие трудности. Юнь Ся действительно хотел сразиться с другим человеком сразу же. Не слишком ли он себя переоценивает? Как он может сражаться, если у человека ограниченное количество духовной энергии, но те, кому нравилось это волнение, не возражали? Они были поражены, но при этом очень взволнованы. Как они не замечали этого раньше? Этот глупый молодой мастер на самом деле оказался безжалостным человеком. В этот миг во двор вышел высокий агрессивный человек. Он холодно посмотрел на Юнь Ся. Что происходит? «Чжао Кунь, как ты смог проиграть кому-то вроде него? Босс следил за твоей культивацией и помог тебе войти в 30-ку багровых птиц, а ты так его разочаровал». «Не говори так раньше времени, Уюн», — вздохнул Чжао Кунь. «Сразись с ним, и ты все поймешь, Уюн — багровая птица 25 класса». Он родился в семье военных, и хотя его семья не была могущественной, ее все же можно было считать частью местной власти, так что с самого детства у него было много ресурсов для культивации. Уюн хладнокровно хмыкнул и сказал: «Тогда я покажу тебе, как сильно мое искусство демонического тигра». Не говоря больше ни слова, он начал атаковать. Уюн, окруженный аурой насилия, крался вперед. Он был похож на гигантского тигра, и его намерением было убийство жертвы. Выглядело это внушительно. Искусство демонического тигра было техникой ближнего боя. Один удар содержал ужасающее количество разрушительной силы, ноги у Юны оторвались от земли, он кинулся вперед. Издав тигриный рев, он выстрелил в Юнь Ся духовной энергией. «Хороший ход!» — выкрикнул Юнь Ся. На сабле сверкнула молния. Бесконечная аура вся сверкала тысячами молний. Он быстро сосредоточил весь боевой потенциал, и сложно было поверить, что эту оборону можно пробить. «Ломай!» Сабля устремилась вперед, словно молния, и тигриный рев прервался. К Уюну неслась неудержимая молния. Как она может быть такой сильной? Пораженный Уюн хотел уклониться, но оказался недостаточно быстрым. Когда молния загремела, мгновенно разрушив оборону искусства демонического тигра, удар Юнь Ся стал гораздо более впечатляющим. Страшная сила отбросила Уюны на несколько метров, его тело почернело. Его постигла та же участь, что и Чжао Куня. «Ты позволил мне победить». Вежливо сложив ладони, Юнь Ся убрал саблю в ножны. Он снова победил. Сабля оказалась слишком могущественной, молнии высекались моментально, времени почти не требовалось. Это искусство заслужило называться 3 громовыми лезвиями. Сделав загадочное лицо, Юнь Ся сказал:
Брату, твое искусство демонического тигра на стадии малых успехов, но у него нет хорошей визуализации, и это лишает его силы. Если ты сможешь это изменить, твоя сила увеличится в несколько раз, Юнь Ся говорил слова, которым его научил Чутянь. У Юн был ошеломлен до глубины души. Неужели это Юнь Ся? Он напоминал мастера боевых искусств. Я проиграл. Толпа взревела. Легко избить человека, но подчинить его трудно. Неужели у Юн отказывается подчиниться? Мало того, что Юнь Ся победил его одним ударом, он даже указал на недостаток его культивационной техники, подарив ему много преимуществ. Мало кто в Центральной государственной академии мог так поступить. Если предыдущую победу можно было считать совпадением, тогда это что? Сначала Джао Кунь, затем Уюнь. Казалось, Юнь Ся полностью переродился. Все задались вопросом, действительно ли перед ними Юнь Ся, а не чудовище, принявшее его облик. Юнь Ся ощущал, как его тело наполняется энергией, и ему казалось, что он вот-вот взлетит. Бросая следующий вызов, он был очень взволнован. Юнь Ся, багровая птица 24 класса, здесь, чтобы бросить вызов. Юнь Ся, багровая птица 23 класса, здесь, чтобы бросить вызов. Юнь Ся, багровая птица 22 класса, здесь, чтобы бросить вызов. Толпа ошарашенно смотрела на него. Создавалось впечатление, что этот парень принял не просто стимуляторы, а несколько кувшинов афродизиака. Он не проиграл даже после десятка раундов. Конечно же, это было дело рук Чутяня. На основе травы Ян он создал таблетки, которые восстанавливали духовную энергию Юнь Ся и позволяли ему оставаться на пике сил. Он продолжал бросать вызов, словно его нельзя было остановить. 3 удара, Юнь Ся никогда не наносил больше 3 ударов. Каждое сражение заканчивалось за 3 удара, а сам Юнь Ся не просто побеждал врагов, но и давал им советы. Это были не просто советы, он корректировал чужие культивационные техники, всем хотелось кричать, он был слишком сумасшедшим, бросить вызов десятку человек было уже странно, но он еще и менял их техники, некоторые пользовались техниками Академии, некоторые — своими техниками. У каждого была своя культивационная техника, но объединяло их одно — это были классические техники с вековой историей. Если их можно так легко изменить, то какая же это классика? Этого не смог бы сделать даже Юнь Тяньхэ, мастер секты Юнь и вице-директор Центральной государственной академии. Но это смог сделать этот идиот, самый некомпетентный ученик, внук почитаемой великой семьи. О репутации Юнь Ся быстро узнал весь центральный город. Новости разошлись по другим дворам. Ты слышал? Юнь Ся превратился в мастера культивации и бросает двору багровой птицы немыслимый вызов. Невозможно, не так ли? Как будто никто не знает, что он за человек. Я тоже слышал об этом, и это чистая правда. Об этом узнали только что, и все бегут к двору багровой птицы. Услышав от него хотя бы одно предложение, мы можем сэкономить годы упорной культивации. Подожди меня. Я тоже хочу пойти. К двору багровой птицы несся бесчисленный рой учеников. Двор багровой птицы полностью окружили. Прошло немало времени, и все 4 двора охватил хаос. Юнь Ся действительно нужно было лишь 3 удара, чтобы победить врага, после чего он у всех на глазах давал ему совет. Это правда. У Юнь Ся был средний культивационный фундамент, но он был мастером культивации и боевых искусств. Господи. Он до сих пор хочет сражаться. Уже в который раз? Не помню, но должно быть уже в 20-й. Я сдаюсь. Никогда прежде за всю историю Центральной государственной академии никто не поступал, как Юнь Ся. Поступок Юнь Ся должен был подарить ему славу. Центральному государству придется посмотреть на Юнь Ся заново. Даже семье Юнь придется посмотреть на Юнь Ся заново. Юнь Я молча наблюдала, а затем быстро бросилась домой, чтобы сообщить дедушке отличные новости о Юнь Ся. Прямо сейчас младший брат сходит с ума. А все называют его мастером культивации и неудержимым демоном. Юнь Тяньхэ выплюнул чай, мастер культивации, бред сивой кобылы, чепуха какая-то, невозможно, разве он не знает собственного внука? Этот сопляк не мог быть мастером культивации. Ему больше нравилось быть мастером борделей, мастером азартных игр или мастером чревоугодия. Юнь Я, полное волнение, сказала: «Это правда, можешь спросить кого-нибудь еще, если не веришь мне». Даже если не спросишь, завтра эти новости распространятся по всему городу. Юнь Тяньхэ впервые понял, насколько он стар, насколько консервативным стало его сознание, откуда взялось прозвище «неудержимый демон». Горько улыбнувшись, Юнь Я сказала: «Юнь Ся сражается с багровыми птицами». Судя по последним новостям, он победил уже 20 человек и приближается к первой десятке. Что? Юнь Тяньхэ хотелось ущипнуть себя. Это был сон, и Юнь Я вздохнула. Надо сказать, что Лу Жен учил его всего 3 дня, а этот мальчишка полностью изменился. Это действительно пугает меня. Это просто невероятно.
3 дня. Что можно сделать за 3 дня? Юнь Ся был ленив по своей природе и любил баловать себя. Семья Юнь применяла все возможные методы, но так и не смогли его изменить. Если бы он не был прямым потомком законной жены, его бы уже давно выгнали. Этот запущенный случай полностью возродила короткая 3-дневная тренировка, и Юнь Тяньхэ не знал, радоваться ему или бояться. Само собой, его переродившийся внук был хорошим, но он был слишком ненормальным. В крохотной стране Южного лета не могло быть таких талантов, кем он был. Он позволяет Юнь Ся хвастать, словно сам хочет скрыться. Скорее всего, он действует так осторожно, потому что у него есть враги. Ты должна оставаться рядом с ним и следить, чтобы не случилось никаких происшествий. Юнь Тяньхэ встал и подумал вслух. Гений не может взяться из ниоткуда. Мне нужно узнать его настоящую личность, и Юнь Тяньхэ избавился от желания удержать Чутеня. Некоторых людей семья Юнь удержать не могла. У этого редкого гения были амбиции, и оставить его в семье Юнь было невозможно. Если бы они попытались оставить его силой, это могло бы стать причиной всевозможных проблем. Даже кратковременное пребывание этого человека было подарком судьбы, поэтому Юнь Тяньхэ не смел просить большего. Самое высокое дерево в лесу погибает от сильного ветра. Если Юнь Тяньхэ хотел защитить его, то сначала ему нужно было узнать его личность. Именно поэтому он должен быть принять необходимые контрмеры. Глава 139. Поток, разрушающий дворец короля дракона. Юнь Ся вызвал в Центральной государственной академии большой переполох, 3 других двора собрались вокруг двора багровой птицы. Ах! Молодой мастер Юнь такой привлекательный. Никогда бы не подумала, что он окажется таким сильным мужчиной. Красиво одетые девушки смотрели на Юнь Ся горящими глазами. Настроение Юнь Ся поднялось, ему хотелось превратиться в злого волка и выть на луну. Этот юнец наконец убедился в реальности своего успеха. И совсем забыл про Чутеня, он действительно был засохшим комом грязи. Он даже не думал о том, кто научил его сабельному искусству, кто помог ему изменить эту культивационную технику. Он даже не понимал, о чем говорит. Он увлекся, как самая настоящая свинья. На самом деле план Чутеня был очень простым. Он хотел создать класс, поэтому использовал Юнь Ся в качестве рекламы. Даже такой отброс, как Юнь Ся, смог стать таким всего за несколько дней. Разве не было людей, которые не могли добиться успеха? Использование Юнь Ся в качестве рекламы гарантировало хороший результат. Чутянь хотел, чтобы Юнь Ся вызвал переполох, но его следовало сдерживать. Дело зашло слишком далеко, поэтому у него не было выбора, кроме как стать осторожнее. Чутянь достал список 25 багровых птиц и внес в их культивационные техники небольшие корректировки. Естественно, в отличие от того, что он сделал с 13-граммовыми лезвиями, это были незначительные улучшения, а не серьезная перестройка. Несмотря на это, результаты превзошли все предположения. Для Чутеня это были незначительные улучшения, однако для других это было многим. Каждое слово, что Юнь Ся сказал этим людям, подарило им серьезные преимущества. Это еще сильнее загипнотизировало учеников. Наконец произошло нечто, заставившее людей сомневаться, смеяться им или плакать. Юнь Ся бросил вызов ученикам 3 и 2 классов, которые явно могли одолеть Юнь Ся. Никто не ожидал, что эти двое проиграют до того, как будет нанесен 3-й удар. Единственная причина, по которой они это сделали, заключалась в желании получить совет Юнь Ся. Это нужно было узнать. Высший ранг приносил больше чести и ресурсов. Попасть в 3 лучших значило получить серьезные дивиденды, ресурсы, стоящие огромное количество золотых монет. Эти люди решили отказаться от этого. Ради небольшого совета, потому что совет Юнь Ся был для них гораздо важнее эликсиров стоимостью в 180 тысяч золотых монет. Поздравляем молодого мастера Юня за то, что он занял 2 место. Все принялись его подбадривать. Юнь Ся окружало бесчисленное количество людей, он в оцепенении замер. Это походило на сон, и он задавался вопросом, реально ли происходящее. Что происходит? Он действительно занял 2 место. Это слишком обескураживало. Богатый молодой мастер, который только и делал, что целыми днями пил и чревоугодничал, стал таким могущественным. Он добрался до 2 места двора багровой птицы, и все переполнились уважением к нему. Я, Юнь Ся, имею право на такой почет. Я, Юнь Ся, могу стать самой известной личностью этой школы. Я, Юнь Ся, могу заставить любого уважать мою силу. Последние 10 лет никто из семьи Юнь, кроме его сестры Юнь Я, не смог превзойти его. А сейчас он вызвал переполох в Центральной государственной академии, в семье Юнь, в центральном городе, его статус в семье Юнь и академии стал выше. Он получит больше денег, ресурсов и привилегий. А важнее всего было то, что теперь ухаживать за девушками станет гораздо проще.
Эти девушки будут слетаться к нему, как мотыльки к пламени, Юнься стоял на месте, мечтая и пуская слюни. Вызов первому месту. Восклицания, словно цунами, пробудили Юнься от грез полной уверенности. Юнься героически махнул рукой. Ха-ха-ха, не стоит беспокоиться. Сейчас первое место будет мое. Закончив говорить, Юнься бросился к Чутяню, старший брат. Ты всегда будешь моим старшим братом. Если хочешь, чтобы я отправился на юг, я никогда не пойду на север. Если хочешь, чтобы я прошел по лезвиям, я без колебаний это сделаю. Пожалуйста, скажи мне, как победить багровую птицу первого класса. Что сказать ей? Чутянь беспомощно закатил глаза. Думаешь, я божество? Ты сказал мне только о том, что она пользуется огненной культивационной техникой. Чего ты от меня хочешь, если я не знаю, какую именно технику она применяет? Глаза Юнься распахнулись. Тогда что нам делать? Неважно. Кого это вообще волнует, если Юнься уже сыграл свою роль? Черт возьми. Старушка так зла. Кто взбаламутил двор багровой птицы? Раздался вдалеке голос, полный гнева. Странно, почему этот голос кажется таким знакомым, Чутяня переполняло любопытство, а двор багровой птицы прогнулся под давлением. Всем казалось, что их тела горячие и сухие, словно они стоят у самого очага. Она здесь. Нам будет на что посмотреть. Бесконечное голубое небо, ни единого облака. Подул ветер, который принес красный свет. В небе показался огненный феникс, напоминающий древнего бога, который спускается на землю. Огненная энергия этого божественного зверя осушила землю. Словно жестокий тиран лишил мир последней капли воды. Господи, какой же силой он обладал, когда еще во дворе багровой птицы был такой эксперт, ощутив холодок, ученики других 3 дворов утратили силы, они не могли даже дышать. А вот это уже опасно. Юнься так испугался, что чуть не наделал в штаны. Никогда прежде он не видел настолько сильный духовный источник. Столкнувшись с этим огненным фениксом, он испугался и не решался даже сражаться, что уж говорить о вызове. Наконец это произошло, в Центральной государственной академии появился сильнейший ученик за всю ее историю. Когда она прибыла в академию, она была лишь на пике 9 уровня совершенной души, но она сразу же вошла в первую тройку багровых птиц. На второй день этот непобедимый, чудовищный талант прорвался на уровень пробужденной души, на третий день это чудовище одним махом добралось до 2 уровня пробужденной души. Эта ужасающая скорость культивации превосходила рост 4 молодых мастеров центрального государства. Хотя эта девушка была только на 2 уровне пробужденной души, она ничуть не уступала 4 молодым мастерам. Она не уступила бы даже Чу Синхэ, молодому мастеру небесного меча. А ведь Чу Синхэ был не просто самым талантливым в семье Чу, он также заполучил наследие древней секты мечников. 3 других молодых мастеров даже не могли с ним сравниться. В небе огненным фениксом пылала женщина. Красножгучие одежды, стройная фигура, кожа, что была нежной и белой, как снег. Длинные рыжие волосы плясали на ветру, а аура, бушующая огнем, не давала людям на нее смотреть. Наньгун Юнь, багровой птицей 1 класса, была Наньгун Юнь. Яростно приземлившись, Наньгун Юнь выпустила алую ударную волну. Толпу сбила, как костяшки домино, а многие даже заполучили внутреннее ранение. Черт! Эта женщина слишком жестока. Мы просто невинные зрители. Вперед, молодой мастер Юнь, вперед! Забей ее и займей 1 место. Юнься едва держался на ногах. Услышав, что они говорят, он сразу же вспотел, покрывшись крупными каплями, словно попал под дождь. «У вас глаз нет, что ли? Хотите, чтобы я умер?» «Откуда ты взялся, сопляк? Ты смерти ищешь, раз смеешь сражаться со старушкой». Наньгун Юнь была в прескверном настроении. Она приехала в центральный город с сильным желанием и миллионом золотых монет. Она хотела сделать приятный сюрприз, который потрясет Чутяня и Мэн Цину, поэтому она с нетерпением воплощала свой план. Но было ли центральное государство таким же, как город Южного неба? Одной из причин, почему в городе Южного неба Наньгун Юнь удалось добиться того, чего она хотела, была мэрская должность ее отца. Однако, что у нее было в центральном городе, Наньгун Юнь сделала несколько действий, которые стоили немалых денег, после чего потеряла все. Это стало для Наньгун Юнь серьезным ударом. Но она была умным человеком. Узнав, что в центральном городе она не может поднять волну, она решила прорваться на следующий уровень и укрепиться в Центральной государственной академии. Наньгун Юнь никогда не сдавалась, по крайней мере, она сделает для торгового чуда хотя бы что-то. Поэтому Наньгун Юнь, поднявшись с невероятной скоростью, стала ослепительным метеором академии. Одним махом она заняла 1 место двора багровой птицы и стала темной лошадкой академии. Она следовала повелению Чутяня.
Наньгун Юнь одержала победу над многими талантливыми учениками Академии. Например, Джао Кунь и Уюн стали ее последователями. Ее последователями были больше 20 багровых птиц из 36. Все они были талантливы. В чем нуждалось торговое чудо? Разве не в талантливых людях Наньгун Юнь собирала вокруг себя таланты, чтобы в будущем торговое чудо смогло развиваться? Кто бы мог подумать, что даже у Наньгун Юнь будут скверные времена. Семьи Чу, Ло и Е были тесно связаны с учениками. Как они могли сидеть сложа руки и игнорировать, что Наньгун Юнь старательно собирает людей? Из-за этого двор багровой птицы ежедневно сталкивался с проблемами. К тому же, все последователи Наньгун Юнь постоянно получали предупреждения, угрозы, и их даже избивали безо всякой причины. Людей осталось совсем немного. Всего за несколько дней гигантская организация, над которой Наньгун Юнь упорно трудилась, сократилась на треть. Как Наньгун Юнь могла не сердиться, как Наньгун Юнь могла сдерживать ненависть, она не могла ничего сделать. Президент послал ее в центральное государство в качестве авангарда, чтобы облегчить расширение торгового чуда. Но кто мог подумать, что это окажется так сложно, черт возьми, а кто-то еще напрашивается на неприятности. Самым досадным было то, что все ее последователи проиграли ему. Как она могла это вынести? Как она могла отказаться от престижа? Если сегодня она не превратит этого человека в фарш, она перестанет уважать себя. Когда Юнь Ся увидел жестокого демона Наньгун Юнь, на его лице отразился испуг. Перед ним стояла ведьма. Хотя он с ней еще не встречался, он уже был наслышан об ее жестокой натуре. 10 дней назад нашлись люди, которые бросили Наньгун Юнь вызов, а она яростно переломала им конечности. 6 дней назад Наньгун Юнь лично собрала 30 человек, чтобы сразиться с двором Лазурного дракона. Они тяжело ранили больше 30 учеников внутреннего двора Лазурного дракона, а ведь около 10 из них были экспертами. 3 дня назад Наньгун Юнь ворвалась в комнаты семьи Чу и уничтожила половину помещений, тяжело ранив 20 человек. Эта ведьма была невероятно жестокой. Юнь Ся знал, что эта девушка очень сильна, но перед тем, как бросить вызов первому месту, он забылся, задрал подбородок и принялся хвастаться. Если бы он знал, что эта ведьма окажется такой сильной, как бы он посмел бросить ей вызов? Хе-хе. Это, дрожа всем телом, Юнь Ся заставил себя улыбнуться. «Я слишком устал сегодня, поэтому давай перенесем сражение на другой день». Наньгун Юнь было все равно, ее переполнял гнев. «Хочешь сбежать? Если ты мужчина, сначала прими несколько ударов». Замолчав, она закатала рукава, чтобы избить его. Ей было все равно, кто такой этот Юнь Ся. Раз он так опрометчиво оскорбил ее, то если она не переломает ему кости, это будет несправедливо по отношению к ее жестокой славе. Когда Наньгун Юнь собралась атаковать, Юнь Ся собрался позвать на помощь. Вдруг Наньгун Юнь остановилась, ее могущественная аура замерла. Взгляд горящих глаз упал на человека, стоящего рядом с Юнь Ся. Внешность и одежда этого человека были обычными. Его было бы очень трудно заметить в толпе. Ты. Остальные его не узнавали, но как Наньгун Юнь могла его не узнать? Когда Чутянь впервые замаскировался, Наньгун Юнь была поражена. К тому же, разве адский меч и белый лисенок не принадлежали лишь Чутяню? Видимо, Чутянь не знал, что она была багровой птицей первого класса. Поток разрушил дворец короля дракона, который не узнал собственную семью. Юнь Ся так испугался, что задрожал. Я. Что мне делать? Я только что заслужил уважение и собрался начать прекрасную жизнь, и я не хочу, чтобы эта ведьма парализовала меня. Пожалуйста, спаси меня. Эта девушка очень сильна. Я не уверен даже в том, что сам смогу победить ее. Чутянь плавно развел руками. Ты оскорбил ее, поэтому не думай отделаться малой кровью. Успокойся, насколько я знаю, она очень быстрая, поэтому ты не будешь страдать слишком долго. Просто закрой глаза и потерпи. Даже если ты будешь парализован, ты останешься жив, и я смогу тебя вылечить, босс. Лицо Юнь Ся позеленело. Ты не можешь так поступить. Глава 140. Новое дело Чутяня. Есть один вариант. Чутянь сказал что-то Юнь Ся, и тот, кажется, несколько засомневался. Все будет в порядке. Мне все равно, веришь ты мне или нет. Юнь Ся был готов принести жертву. Сложив ладони, он вышел вперед, а затем скромно сказал: «Хотя мы прежде не встречались, я слышал о твоем праведном духе, я полон восхищения. Сражение с вами — большая честь для меня. Я воспользуюсь только 3 ударами, и если за это время я не выиграю, то буду готов присоединиться к твоим силам, старшая». У всех чуть глаза из орбит не выскочили. Юнь Ся слишком себя переоценивал. Если он проиграет, ему придется отдать Наньгун Юнь собственную свободу.
Наньгун Юнь посмотрела на Чутеня, и когда тот кивнул, Наньгун Юнь поняла, что все это дело рук Чутеня. Она сложила руки на груди, 3 удара. ПФ. Даже если бы их было 13 или 30, ты бы не смог со мной справиться. Я позволю тебе напасть. Если с моей головы упадет хотя бы один волос, то это станет моим проигрышем. Все были потрясены. Наньгун Юнь была слишком самонадеянной, сабля Юнься двигалась, словно молния. Обычные люди не могли противостоять ей. Хорошо. Юнься не колебался. Раздался гром, из ножен выскочила сабля. Отбросив ножны, Юнься подскочил в воздух. Когда он яростно метился в Наньгун Юнь, молнии, окружающие его тело, ударили во все стороны, словно он был богом грома. Наньгун Юнь закрыла глаза. Ее тело окружил звездный свет, быстро ставший плотным, словно слои изысканного шелка. Наньгун Юнь активировала бессмертное звездное тело, однако не использовала все свои силы. В этом не было смысла, когда она сражалась с кем-то вроде Юнься. Юнься отлетел на несколько метров. Его кровь и энергия забурлили, он едва не получил ранение. Эта дымка давала такую сильную защиту. Второй удар. Этот удар был намного сильнее первого, его мощь значительно увеличилась, Наньгун Юнь стояла с закрытыми глазами, словно ее ничего не волновало. Когда звездный свет, который защищал ее тело, ударило лезвие, тот немного рассеялся, но мощи этой атаки было недостаточно, чтобы сломать ее защиту. Юнься снова взлетел, бледное лицо покраснело. Что происходит, когда Юнься постиг мощь 3 ударов, он посчитал себя неудержимым. Ему казалось, что в этом мире ему нет равных. Эта женщина безжалостно уничтожала его уверенность в себе. Мощное лезвие не могло сломить ее защиту. Не верю, в этот удар Юнься вложил все свои силы, вокруг сабли заплясали бесчисленные молнии. Громовое лезвие устремилось к Наньгун Юнь, словно божья кара. «Сломать!» Громко закричал Юнься. Вся кровь в его теле вскипела, словно его охватило пламя, ему казалось, что его тело в огне. Он был на пике своих сил. На протяжении многих лет семья вливала в тело Юнься эликсиры. Поскольку он был не очень прилежным, он никогда не достигал результатов. Но после 3-дневного обучения у Чутеня духовная энергия, хранящаяся в теле Юнься, стала медленно пробуждаться. Теперь, столкнувшись с тяжелым давлением Наньгун Юнь, Юнься высвободил все свои силы. Он внезапно прорвался с 1-го уровня пробужденной души на 2-й. Духовной энергии стало в разы больше, а сила сабли увеличилась в несколько раз. Это в очередной раз потрясло всех, кто здесь был. Это потрясло даже Юнься. Наконец Наньгун Юнь открыла глаза, и когда она увидела молнии, омывающие небо, ее красивые рубиновые глаза засветились, а губы искривились в едва заметной улыбке. Наконец-то хорошая атака. Вокруг Наньгун Юнь, превращаясь из дымки в сверкающую броню, начал скапливаться звездный свет. Бессмертное звездное тело, когда громовая сабля врезалась в стеклянное тело, мощная сила рванулась вперед, образовав несколько небольших трещин, но не смогла прорваться сквозь эту ужасающую защиту. Недостаточно сильно. Громко закричала Наньгун Юнь, и окрестности залил звездный свет, лезвие раскололось на куски, отраженная сила отбросила Чутеня на несколько метров. Грузно рухнув на землю, он получил тяжелые ранения. Наньгун Юнь проявила такое милосердие лишь из-за Чутеня, иначе бы Юнься не отделался одними лишь тяжелыми ранами. Надо сказать, что сабельное искусство действительно было великолепным, оно могло повредить бессмертное звездное тело. Равному сопернику тяжело было пробиться сквозь стеклянное тело, которое могло защищать даже от противника, который был на уровень выше. Юнься только что прорвался к 2-му уровню пробужденной души, а Наньгун Юнь уже достигла пика этого уровня. Юнься с его слабой культивацией смог навредить бессмертному звездному телу Наньгун Юнь лишь благодаря мощи своей сабли. Юнься не мог тягаться с культиватором 2-го уровня пробужденной души. Он даже не думал, что прорыв будет таким внезапным, и Юнься так разволновался, что даже забыл о боли. Вскочив, он сделал 3 шага вперед. Быстро встав на одно колено, он склонил голову. Сложив ладони, он сказал: «Старшая, твои способности действительно беспрецедентны, я полностью убедился в этом. Прими присягу младшего». Наньгун Юнь, окружённая аурой старшей, сложила руки на груди. А ты хорош. Раз ты специально пришел ко мне, я тебя приму». Юнься тут же выразил уважение. «Спасибо, старшая». Толпа была ошеломлена. Юнься действительно покорился Наньгун Юнь. Сегодня Юнься завоевал уважение всей Академии. Он был старшим сыном семьи Юнь, обладающий безграничным потенциалом. Но неужели он действительно хотел стать младшим Наньгун Юнь? Неужели он преследовал именно такую цель? Но какова сила этой Наньгун Юнь?
Хотя Нангун Юнь не сделала даже шуга, не раскрыла истинный боевой потенциал, ее оборона все же была достаточно сильной, и это всех шокировало. Нангун Юнь обладала огненным духовным источником божественного уровня и культивировала огненную технику. Это означало, что она обладала мощной разрушительной силой. Трудно представить, насколько угнетающей была ее мощь, думая об этом, толпа покрывалась холодным потом. Хотя Нангун Юнь была слабее, чем первая тройка двора, по факту она даже превосходила их. Если сила Нангун Юнь и талант Юнь-Ся объединятся, двор Багровой Птицы, самый слабый двор, сможет снова достичь вершин, и Юнь-Ся встал. Чутянь бросил на него многозначительный взгляд. Развернувшись, Юнь-Ся обратился ко всем. «Большое спасибо вам всем за поддержку. Хотите знать, как я переродился? Хотите узнать больше о культивационных техниках и боевых искусствах? Прошу, обратите внимание. Я, Юнь-Ся, определенно никого не разочарую». Все занервничали. В чем причина неожиданной силы Юнь-Ся? Юнь-Ся ухватился за поясницу. Ему действительно было больно. «Все следуйте за мной». Здесь было много людей, и место не подходило для разговора. Нангун Юнь махнула рукой и быстро ушла, увидев дадзё нескольких человек. Дадзё было большим, но в нем было пусто. Здесь никого не было. «Ты купила эту территорию?» — спросил Чутянь, войдя в дадзё. Юнь-Ся вдруг охватило странное чувство. Нангун Юнь следовала за ними. Она собиралась заговорить, но нерешительно смотрела на Юнь-Ся. Чутянь улыбнулся. Не стоит беспокоиться, здесь нет посторонних. Нангун Юнь одолевали вопросы, которые она не могла сдержать. Она громко закричала: «Босс! Ты что делаешь? Ты даже не дал мне подготовиться. Ты обучил этого юношу. Почему ты не предупредил меня? Разве ты не знаешь, что это опасно? Я чуть не убила его». Юнь-Ся вздрогнул от страха. Эта женщина была слишком жестокой, это было слишком странно. Они знакомы, более того. Эта пугающая женщина называет его боссом. Этот юнец смог приручить даже ее. Чего он вообще не мог? Неудивительно, что он захотел, чтобы я стал младшим этой ведьмы, ведь эта ведьма подчиняется ему. Когда ведьма станет моим боссом, тогда он станет боссом босса и займет гораздо более высокий пост. Я не выходил на связь, потому что боялся разоблачить себя. Чутянь осматривал дадзё. Он увидел несколько простых учебных манекенов из бронзы и высеченные наверху слова «Целинь-Холл». Он спросил: «Что здесь происходит?» На лице Нангун Юнь показались грусть и чувство вины. «Не напоминай. Когда я прибыла в центральный город, мне не повезло. Сначала я хотела купить несколько заводов, но после дня переговоров все отказали мне, крупные семьи знали, что Нангун Юнь имеет отношение к торговому чуду. Как они могли не догадываться о ее намерениях? Как малые и средние компании смели вести дела с Нангун Юнь? Но я купила это дадзё Целинь, и создала в Академии группу Целинь. Я взращивала для торгового чуда таланты высшего уровня. Сначала дела шли прекрасно. В течение 5 дней я собрала 40 человек, но продолжалось это недолго. На прошлой неделе каждый, присоединившийся к группе Целинь, подвергся избиениям и угрозам, и темп развития замедлился. Более того, нашлись те, кто покинул группу, на лице Нангун Юнь отражалась тревога. Но она не была глупой. Конечно, она знала, кто это сделал, но простое знание было бесполезным. Нангун Юнь была одна и не могла тягаться с этими людьми. Чутянь понял общую картину. Все действия Нангун Юнь были верными. Покупка фабрик прокладывала путь к расширению торгового чуда, потому что их производственные силы были слишком слабыми. К тому же, они нуждались в мощном стратегическом резерве талантах. Чего не хватало торговому чуду? Талантливых людей, неважно, были ли это исследования, разработки, производство или продажа, талантливые люди требовались везде. Если торговое чудо хотело расшириться, сначала им необходимо было создать собственную исследовательскую группу. Чутянь размышлял, осматриваясь, что такое группа Целинь. Центральная государственная академия допускает существование организаций, и обычно эти организации создают уважаемые студенты. Некоторые исключительно учебные, а некоторые коммерческие. Нангун Юнь указала на большой символ дадзё. Я основала группу Целинь, и чтобы присоединиться к ней, нужно достичь хотя бы 9 уровня совершенного тела. Также нужно быть сведущим в области создания оружия, массивов или алхимии. Вступительных взносов нет, можно бесплатно получить рекомендации, дающие значимое преимущество. Так я привлекла немало людей, организация Чутянь кое-что понял. В Центральной государственной академии было несколько десятков тысяч человек, и большинство из них не могли стать наемниками или работниками компании, поэтому этим пользовались студенческие организации.
Эти организации позволяли студентам быть исследователями или наемниками, чтобы зарабатывать деньги. К тому же, члены организации могли обмениваться знаниями. Наньгун Юнь предоставляла многочисленные ресурсы. Платить не нужно было, можно было лишь присоединиться и получить ресурсы, а сама организация не накладывала ограничений, встретить такое можно было крайне редко. Было понятно, с каким сопротивлением столкнулась Наньгун Юнь. Чу Тянь кивнул. «Не нужно смущаться, ты сделала все, что могла, но я еще ничего не сделала». «Разве это не одно из твоих достижений?» Чу Тянь похлопал Наньгун Юнь по плечу. «Ты создала для меня отличную платформу, так что предоставь все мне». Наньгун Юнь была в недоумении. «Ты можешь вернуть Дадзё Цилинь к жизни». «Это невозможно. Никто не вернется, даже если мы будем платить». Ученики-дворяне составляли 80% Центральной государственной академии. У Наньгун Юнь был 1 000 000 золотых монет, и она могла набрать людей, бесплатно раздавая ресурсы. Ученики-дворяне не нуждались в деньгах, у них не было резона идти под избиение. Что уж говорить об учениках из бедных семей. Им пришлось заплатить высокую цену, чтобы поступить в Центральную государственную академию, поэтому они сохраняли безопасность, ведя себя робко и незаметно. Кто поддержит их, если им переломают кости, кто отстоит справедливость, если их убьет могущественный чиновник, Дадзё Цилинь несло серьезную опасность, и даже если бы они захотели, им не удалось бы скрыться. Использовать деньги — слишком жалкий способ. Подумай, что действительно нужно ученику Центральной государственной академии. Уверенно сказал ей Чу Тянь. Если ты можешь дать человеку то, что ему действительно нужно, то он даже в огонь прыгнет, не говоря уж о вступлении в группу Цилинь. Наньгун Юнь была ошеломлена. Что ты имеешь в виду? Чу Тянь обернулся и посмотрел на гигантский символ. С сегодняшнего дня Дадзё Цилинь будет учебным центром Цилинь, Дадзё и учебный центр означали совсем разные. Дадзё было место практики. Учебный центр был местом для изучения теории. Ты права, не тренировки, а знания. Конечно, мы можем даже собирать плату. Я собираюсь превратить учебный центр Цилинь в самый большой учебный центр центрального города. Посмотрел на них Чу Тянь. Ученикам Центральной государственной академии нужны знания, а не деньги. Кто откажется прийти, если мы предложим знания? Проще говоря, Чу Тянь хотел создать учебный курс, за который нужно будет взимать плату. Центральное государство было идеальным местом для культивации, на каждом шагу были дадзё и учебные центры. Это был потенциально прибыльный рынок. Чу Тянь помог Юнь Ся возродиться, разве это не идеальная реклама? А теперь у него было место, подходящее для его плана. На лице Наньгун Юнь показался шок. Ты собираешься обучать их лично? Это небезопасно. Нет, есть способ лучше, загадочно улыбнулся Чу Тянь. Сколько учеников на дворе багровой птицы? 41. Сказала Наньгун Юнь и добавила. Хотя людей не так много, но все они талантливы. Есть люди, чьи навыки связаны с созданием оружия, алхимией и созданием массивов. У всех незапятнанное прошлое и минимум опыта. Чу Тянь удовлетворенно кивнул. «Сегодня собери всех здесь». Когда Наньгун Юнь поняла, что именно задумал Чу Тянь, она поразилась. Чу Тянь задумался даже о том, чтобы обучать других, он действительно был странным, скоро должно было произойти что-то хорошее.